Всем привет! Вы находитесь на кухне у Ильи и Лены, а сегодня мы готовим с вами пирог с яблочным кремом. Сейчас я вам расскажу, какие ингредиенты нам нужны для приготовления этого вкуснейшего десерта. Для теста нам необходима мука 350 грамм, это около 2,5 стаканов. Также мы возьмем охлажденное сливочное масло 180 грамм. Нам нужна сметана 2 столовые ложки, также 100 грамм сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя и щепотка ванилина. Это все необходимое для теста. Что же нам нужно для начинки? 4 яблока, крем-чиз 250 грамм, 80 грамм сахара, 2 столовые ложки сметаны, а также цедра 1 лимона, 1 чайную ложку мы натрем на мелкой терке. А еще будет секретный ингредиент, который не обязательно, но я его буду использовать. Это 1 столовая ложка истолченных орешков. Итак, начинаем приготовление. Берем нашу муку. Я ее просеиваю. Сюда мы должны либо мелко порезать, либо потереть на терке охлажденное сливочное масло 180 грамм. Ну вот, натерла масло. А теперь его нужно будет хорошенько перетереть с мукой. Вот так, чтобы не было комочков, чтобы полностью масло вошло в муку. Хорошенько перебираем пальчиками. Для этого лучше брать охлажденное масло, потому что если мы возьмем растопленное масло, конечно же, оно лучше войдет в муку, но оно не даст ту рассыпчатую базу, которая нам нужна для песочного теста. Видите, уже практически получается, что масла и не видно. Еще немножко. И еще один важный шаг, чтобы не делать это слишком долго, потому что от теплоты наших рук тесто тоже масло размягчается. И опять же, тот же самый эффект. Мы не получим той рассыпчатости. То есть нам не нужен кусок теста, который уже слепленный с нашим маслом. Нет, вот, все. Рассыпчатая мука у нас получилась. Практически мы не видим тут масла. Если остаются какие-то маленькие комочки, то это уже абсолютно ничего страшного. Далее мы добавляем сахар, 80 грамм сахара. Добавляем ванилин. Если у вас ванилин пакетированный, то добавляйте пакетик ванилина. И сюда же у нас идет 2 столовые ложки сметаны. 1 и 2. И теперь быстренько из этого всего замешиваем тесто. Добавим сюда же чайную ложку разрыхлителя. Две части делаем, одну большую, одну маленькую. И сейчас мы его отправим в холодильник на 30-40 минут. Наше тесто будет отдыхать в холодильнике. А за это время, пока оно будет отдыхать в холодильнике, мы приготовим нашу начинку. Теперь мы в чаше смешаем наш крем-чиз. Возьмем 80 грамм сахара и 2 столовые ложки сметаны. И все это смешаем до однородности. Вот такой вот у нас получился замечательный однородный крем. Теперь сюда мы можем добавить ложку цедры. И все-таки я рекомендую добавить по вкусу, кто хочет, хотя бы столовую ложку лимона для того, чтобы лучше заиграли вкусы. Но это не обязательно.
Яблоки мы будем нарезать на кусочки. Произвольные, как вы хотите. Можно пластинками, можно кусочками. Яблоки у нас готовы. Отставляем в сторонку и начинаем сборку нашего пирога, потому что время, отведенное полежать нашему тесту, уже закончилось. Итак, начинаем сборку нашего пирога. Я взяла форму, хорошенько смажу ее маслом. И на дно мы распределяем все наше тесто, делая бортики. Вот так замечательно у нас получилось. С вот такими бортиками. А теперь я в одну часть, скажем, как будто бы это одна часть этого пирога, я сюда добавлю наш секретный ингредиент – орешки. Знаете для чего? Для того, чтобы кому попадется эта часть, это будет счастливая часть. Это будет наш такой секрет. Нашу начинку. Распределяем начинку по всему пирогу, по всей площади. Вот. Сигнал того, что моя духовка уже нагретая. Вот видите, как раз получилось, что начинки как раз до бортика. Слегка их прижимаю. Мои яблоки очень сладкие, поэтому сверху припудривать сахаром я их не буду. Но если вы любите послаще или яблоки у вас кислые, то нужно слегка припудрить сахарком. Маленькая часть, которая у нас оставалась теста, она была у нас в холодильнике до сих пор, теперь мы ее просто натрем поверху этого пирога. И начинаем процесс натирания на терке. Можно натирать пока в центр, а дальше мы уже распределим по всему пирогу. Отправляем в духовку. Духовка у нас нагрета на 180 градусов или 360 градусов по Фаренгейту на 40-45 минут. Будем следить, чтобы она красиво подрумянилась. Итак, время вышло. Идем доставать пирог из духовки. Посмотрите, какой он у нас красивый.